Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и в этом видео мы будем с вами вязать вот такой вот шарик, пушистый шарик на новогоднюю рождественскую елочку из пушистой пряжи. У меня также на канале есть видео мастер-класс по похожему шарику. Связан он в той же технике, из той же пряжи, но другого цвета. Данное видео вы найдете внизу по ссылке, либо вот здесь по подсказке. Думаю, оно вам тоже очень понравится, если вам вдруг захотелось связать вот такой шарик. Это было прошлогоднее видео, а в этом году я опять применила один из узоров из техники брioche крючком, крючком как спицами, переложила его из прямоугольной формы в форму шара, так чтобы полюса стягивались. И в этом видео хочу предложить вам связать вот такой вот шар. Но единственное, что у меня он сейчас связан вот из этой пушистой пряжи, из розового цвета мы вязать не будем, будем вязать из белого. Мне кажется, белый лучше на видео. Теперь про сам узор и про саму схему. У меня есть вот такой вот узор на канале. Это как бы прямоугольное полотно. Брioche крючком, крючком как спицами, то есть вязка с соединительными петлями с одной стороны, соединительными петлями с накидом с другой стороны. Да, здесь абсолютно два идентичных образца, просто я вам показываю в двух разных цветах. И вот этот шарик связан точно таким же узором. К сожалению, наверное, из-за пушистости пряжи, возможно, вам не очень хорошо это видно, но поверьте мне на слово. Единственное, что я уменьшила в самом шарике раппорт вот этих ромбов. У меня внутренний шар оказался маленький, здесь внутренний шар 6 сантиметров, поэтому здесь я использую внутри шарик сантиметров 6 в диаметре. И из-за того, что у меня оказался маленький шарик, для такого раппорта, здесь раппорт петель, напоминаю, был 12, мне пришлось уменьшить раппорт петель на 2, и мне пришлось уменьшить количество рядов, количество укороченных отрезков в самом этом ряду. И поэтому вы здесь видите только по 2 веточки, выходящие из как бы основной ветви. Но основной принцип, вот эти вот ромбы, тот же самый, что в этом узоре. Что я просто хочу сказать в данном видео, что любой такой узор, в принципе, можно легко и просто переложить в форму шара и сделать полюса. И этот прием можно использовать не только в новогодних шариках, но и в шапках, и в любых других изделиях, которые имеют вот этот вот сужающийся полюс. Да? Как определить, как сделать этот самый полюс? То есть я сначала связала вот этот образец, а потом мысленно вычла из него вот эти участки, половинки, да. То есть если вы их мысленно вычтете, то как раз у вас получится сужающаяся макушка, что с одной, что с другой стороны. В общем, на этом все. Давайте начинать вязание. Пряжа для данного видео у меня Аделия Бриллиант, цвет белый. Вот ее граммовка. И еще мне девчонки в телеграм-канале, так что подписывайтесь на мой телеграм-канал, рекомендовали как аналог этой пряжи, это Yarn Art Christmas. Я ее еще не пробовала, но вроде бы очень похоже. Крючок 4 миллиметра. И также мне потребуется контрастная нитка для набора и иголка для сшивания данного изделия. И самое главное, чуть не забыла сказать, мне потребуется пластиковый шарик, какой-нибудь ненужный. У меня шарик 6 сантиметров. Можно взять заготовки пенопластовые, но, по-моему, сами по себе пластиковые шары дешевле, чем пенопластовые заготовки. Поэтому я беру пластиковый шарик. В данном случае раппорт данного узора будет 8 петель плюс 2 петли. Итак, я набираю 18 петель контрастной ниткой. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Петли набраны. И дальше перехожу к вязанию первого ряда. Все такие узоры, ну не все, но многие узоры состоят всего из 2 рядов. Один ряд вяжется справа налево, и второй ряд вяжется слева направо. А сам этот ряд состоит из множества укороченных отрезков. В данном шарике я буду вязать именно так. Итак, первый ряд, первый отрезок делаю
воздушную петлю подъема, а дальше, так как я вяжу по контрастной нитке, чтобы мне было легко ее удалить по завершению вязания, именно по контрастной нити я буду вязать в перемычку. Итак, вкалываю крючок в дальнюю перемычку, вот так, подхватываю рабочую нитку и вяжу соединительную петлю. Это раз. В следующую точку 2. В следующую точку 3. В следующую точку 4. В следующую точку. В следующую точку 6. Первый отрезок это 6 обычных соединительных петель. Дальше начнется раппорт. Раппорт это тот участок, который повторяется. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше я буду вязать следующий участок за дальнюю полупетлю. И делаю соединительную петлю с накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4. Дальше я дохожу до ступеньки, значит нужно сделать степку. Вкалываю крючок в краевую перемычку и в перемычку нижнего ряда. Это 5. И следующую точку 6. Получилось 6 обычных соединительных петель. Воздушная петля подъема, поворот и 4 соединительных петли с накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 10 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд тоже в перемычку. 5, 6, 7, 8, 9, 10. На этом будет готов раппорт первого ряда. И дальше он повторяется снова и снова. Но у меня тут шарик маленький, то есть я повторю его всего еще один раз. А так он повторяется 4, 6, 4, 10. Опять 4, 6, 4, 10. Итак, следующее повторение. Воздушная петля подъема, поворот, 4 соединительных петли с накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, 4 соединительных петли с накидом. Давайте еще раз. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот. И вот здесь последний участок в раппорте. По раппорту здесь должно быть 10 петель. 10 не уместится только 6, поэтому я вяжу 6. 1, 2, 3, так, 4. Вкалываю крючок в перемычку наборного ряда. 5 и 6. И на этом получается готов первый ряд шарика. Дальше будет второй ряд. Итак, второй ряд. Я напоминаю, что нам нужно вот в этом образце вычесть вот эти половинки
ромбов, для того, чтобы получить стягивающиеся полюса. То есть, как начинается второй ряд? Воздушная петля подъема, поворот, и вычитая данные половины, я начинаю второй ряд сразу с 10 соединительных петель с накидом. Итак, делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено крючка за дальнюю дужку и вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше ступенька. В данном случае сцепка выйдет на лицо, поэтому делаю ее, вкалываю крючок в 2 ниточки и делаю ее с накидом. Делаю накид на крючке в нижний ряд. Это 7 и 8. Снова ступенька. Точно так же вкалываю крючок в 2 ниточки. Накид на крючке. 9. 10. Воздушная петля подъема, поворот, а вот дальше начинается раппорт второго ряда. И здесь будут те же самые числовые последовательности, что и в первом ряду, только мы меняем местами то, где мы делаем соединительные петли обычные, и то, где мы делаем соединительные петли с накидом. То есть сейчас я вяжу 4 соединительных петли, но обычных. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, дальше 6 соединительных петель с накидом. Числовые последовательности те же самые, что и в первом ряду. 1, 2, 3, 4. Сцепка 5 и 6. Воздушная петля подъема, поворот, 4 обычных соединительных петли. 1, 2, 3 и 4. Воздушная петля подъема, поворот и 10 соединительных петель с накидом. Вот он будет раппорт второго ряда. 1, 2, 3, 4. Вкалываю крючок в 2 ниточки, делаю накид в нижний ряд 5, 6, опять в 2 ниточки накид в нижний ряд 7, 8, опять ступенька, в 2 ниточки делаю накид 9. И видите, 10 как раз приходится в конец ряда. То есть все сделано правильно, ряд сошелся. Дальше, если вам нужно, вы повторяете этот раппорт снова и снова. Я сделаю воздушную петлю подъема и поворот. И раппорт здесь будет такой: 4, 6, 4, 10, 4, 6, 4, 10 и так далее. У меня на самом деле я пришла в конец ряда, то есть видите, вот я дошла до конца ряда, и здесь для того, чтобы мне вычесть половинку, вот эту половинку, я ее просто не вяжу. То есть вот я прошлась и просто не вяжу вот эту деталь, да. То есть далее я перехожу к вязанию третьего ряда. Третий ряд это будет тот же самый первый ряд, та же самая в нем числовая последовательность. Начинаю все снова и снова, да. Там было воздушную петлю подъема я сделала, значит дальше делаю 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше пойдет раппорт первого ряда. Воздушная петля подъема, поворот, раппорт в первом ряду 4, 6, 4, 10. 4 соединительных петли с накидом. Ой. Да? Воздушная петля подъема, дальше 6 обычных соединительных петель. Опять 4 соединительных петли с накидом. 3, 4.
и 10 обычных соединительных петель. Здесь будет вот такая проходка, и все сцепки, которые я встречаю на своем пути, в первом ряду столько ступенек не было, потому что первый ряд вязался по наборной цепочке. Я все ступеньки здесь делаю со сцепками. 4 связала, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, дальше, я думаю, все понятно. Вяжите так, повторяя первый, второй ряд на нужную высоту. Как понять, когда нужно остановиться? Я беру свою заготовку и просто оборачиваю ее вот в эту шубу. У меня именно для этого шарика, там для каждого узора свое получается значение, получилось, что я повторяю 7 раз вот эту последовательность первый, второй ряд. Как понять, сколько раз я повторяла, как посчитать? Вот я смотрю на полюс, и здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. 7 лучей выходит из полюса, значит, я повторила эту последовательность 7 раз. То есть вяжем 7 раз, встречаемся там, показываю, как сшить эту деталь. Итак, вот я связала шубку. Я сделала ровно 7 повторений первого и второго ряда. Дальше я оставляю хвостик, здесь сантиметров 50 я оставила, на самом деле это много. Для того шва, которым я буду делать, здесь будет использоваться обычный трикотажный шов, но зато мне точно хватит. Итак, вставляю хвостик в иголку и закрываю вот эту последнюю петлю. Да, можно сделать финальную примерку, что шубки достаточно для того, чтобы шарик, вот, видите, сомкнулся. И дальше начинаю шить. Я буду здесь использовать трикотажный шов по закрытым петлям. Это односторонний шов, и в такой вязке он на лицевой стороне даст хорошее невидимое соединение. Изнаночная сторона, она будет внутри шара, поэтому что там с изнанки будет, мне не важно. Итак, я опять смотрю на контрастную нитку. Как контрастная нитка подхватывает мои петли. Вот. Подхватываю сначала первую петлю, которая охватывает контрастная нить. Подтягиваю. А с другой стороны вкалываю в кромочную, из которой выходит нитка, и в следующую кромочную. Вот так должно получиться. Снова подтягиваю. Здесь сначала можно подтягивать туго, так как нам потом придется вставить шарик в эту шубку где-то на середине, нужно будет прекратить подтягивать туго. Дальше смотрите следующий стежок. Опять вот я смотрю, вот контрастная нитка захватывает 2 основных нити, и их же я и подхватываю. Так. И теперь возвращаюсь в ту петлю, из которой нить выходит, и опять в следующую кромочную. Это на самом деле самый обыкновенный трикотажный шов. Опять. Контрастная нитка здесь будет ниткой-подсказкой. Вот. Вот она подхватила 2 нити. И точно так же я их подхватываю иголкой. Опять в ту петлю, откуда нить выходит, и в следующую кромочную. Вот так. Здесь, видите, я прекращаю подтягивать туго, потому что шарик нужно будет ставить вовнутрь. Снова раздвигаю все вот эти вот ворсинки, все блестючки. Вот. Вкалываю иголку и прошиваю. Так, опять следующий стежок. Опять я раздвигаю, поправляю. Вот, смотрю, 2 нити. Так. Опять в 2 ниточки. И здесь в кромочную и в следующую кромочную. Снова смотрю, как контрастная нитка. Из-за того, что пряжа пушистая, не очень хорошо видно, но все равно можно все это найти. Вот. И в следующую кромочную. И снова. Вот, я слежу за контрастной ниткой. Здесь, видите, даже 3 нити, но я вот так вот подхвачу. Вот. Вот он, этот фиолетовый стежок. И вот смотрите, куда он выходит. Вот сюда вот он заходит. Вот так сделаю. Да? И снова
в кромочную, в следующую кромочную. То есть фиолетовая нитка, она просто подсказывает, какие нити подхватить. Можно было бы здесь набрать основным цветом, и можно было бы тогда сшивать тоже точно так же, да, и оставить эту нитку в изделии, но, честно, тогда шов немножко утолщается. Мне такой вариант не очень нравится, я поэтому предпочитаю набирать контрастной ниткой, и я в конце ее удалю. То есть шов станет еще и даже плоским. Конечно, плоскость шва здесь не особо нужна, это не шапка, не какое-то такое изделие, но все равно, мне кажется, так будет просто красивее. Я дохожу до ступенек. Ступенек на той стороне, где нет контрастных нитей. Там, где есть контрастные нити, там все шить легко, там нить подсказывает. Так, вот, смотрите, кромочная, дальше ступенька, я ее ступеньку подхвачу. Ведь каждый раз, когда мы вязали этот ряд иголкой, мы ступеньку подхватывали крючком, помните? Да? И ухожу в нижний ряд. Вот. Теперь возвращаюсь, я снова подхвачу только перемычку вот эту вот. А здесь снова те две ниточки, которые охватывает контрастная нить. Вот так. Опять в кромочную, в следующую кромочную. И опять по две ниточки, которые обхватывают контрастная нить. В кромочную, в перемычку, в следующую кромочную. А при возвращении подхватываю только перемычку. Ну и так работаю до конца ряда. Здесь, видите, до конца ряда мне осталось совсем немножко. Я вставляю шарик. Так, здесь надо, чтобы он туда поместился. Отлично. Шарик вошел и продолжаю шить уже с шариком внутри. Так. Снова кромочную, следующую кромочную. Число петель здесь должно сойтись, будет тютелька в тютельку, как говорится. Ни на одной стороне не должно остаться лишних петель, да, стороны сходятся прекрасно. Так. Так. Так, опять в кромочную. Вот она будет последняя кромочная. И здесь вот так. И опять увожу в кромочную. И дальше вот такой получается шов. Его сейчас прекрасно видно. Я беру всю ту же иголку и начинаю этот шов стягивать. Здесь у меня нитка пушистая, она, конечно, нет, не так. И дальше вот он такой шов. Но перед тем, как мне начать его стягивать, потому что сейчас он виден, сейчас все это некрасиво, давайте удалим контрастную нитку. Вот здесь было начало, и я здесь открываю свое вязание. Так. Вообще, по-хорошему, вот я его открыла, вязание, и оно должно распуститься в одно движение. Но я просто хочу сказать, что здесь пряжа пушистая, она немножко впутывается и в контрастную нитку, поэтому все равно придется вот немножечко так вот отдирать эту нить. Ну и потихонечку я ее распускаю, и она, видите, вышла у меня из шарика. Все, ничего здесь не распустится. Все нормально, я все прошила. Теперь нужно просто этот шов стянуть. Я смотрю, как проходит этот шов, и его начинаю подтягивать. Потому что я специально слабо сшивала для того, чтобы мне шарик туда вставить.
Теперь я его подтягиваю. Это довольно легко делается, несложно. Петля за петлей. Так. Давайте попробую здесь в одно движение. И вот он стянулся. И смотрите, шва не видно, да? То есть остался один узор на шарике из веточек. Дальше этой же ниткой, здесь вот видите, какая она длинная остается, потому что я шила трикотажным швом. Я напоминаю, я шила не ювелирным швом, которым я обычно шью носки. Там шов мы так не стягиваем, там шов становится частью вязания. Здесь шов трикотажный, и здесь он должен плотно сомкнуть эти половинки, он должен не выделяться на вязании, поэтому мы его вот так стягиваем. Так, нитка здесь осталась, ну и просто вкалываю крючок, иголку вот в пипочке для того, чтобы стянуть полюс. Так, погодите. Так, раз, два я сделала. 3, 4, 5, 6 и 7. Так, закрепляю и стягиваю нитку. Так, отлично. Здесь теперь делаю небольшой такой узелочек незаметный. Давайте вот так вот. И эту же нить я увожу наизнанку и просто обрезаю. Все, нитку эту обрезаю. Остается еще один полюс. Второй полюс. Здесь делаю все точно так же. Да? Этим же самым хвостиком просто вкалываю точно так же в 7 вот этих вот перемычек. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И вот последняя точка 7. Так, стягиваю нитку на втором полюсе, делаю 2 узелочка для прочности, и дальше точно так же узелки увожу внутрь шарика, нитку обрезаю, и на этом шарик готов. Закончила я вязать данный шарик. Вот такой вот белый пушистый получился в этом видео. Вот такой вот розовый, точно такая же пряжа, просто другого цвета. И вот такой вот фиолетовый я вязала в прошлом году. Данное видео тоже на моем канале есть. И по данному видео вы можете связать шарик с вот таким вот узором. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если оно было для вас полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.